Привет, друзья! Вы на канале об украшениях Ирен Адлер. И сегодня мы поговорим про кино. Я не только люблю всевозможные украшения, но и также являюсь большим киноманом. И хотя я предпочитаю смотреть полноценное кино, полный метр, но я сделала подборку сериалов, без которых уже мы вообще не можем представить свой досуг. Сериалов, в которых можно рассматривать украшения на героях. Я не включила в свой список полноценные фильмы с известными ювелирными украшениями. Я думаю, вы такие видео уже знаете, видели, их нетрудно найти в интернете. И даже в свой список я не включила хорошо всем известные сериалы, костюмные такие фильмы типа «Бриджертоны» или «Эмили в Париже». Эти сериалы у всех на слуху, поэтому наверняка вы их уже посмотрели, ну или, по крайней мере, знаете их. А в свой список я включила не столь известные сериалы, но в то же время там можно на протяжении многих серий и даже нескольких сезонов наблюдать на героях абсолютно разные украшения. В этом и интересно смотреть сериалы, потому что там очень часто герои меняют одежду, украшения, предстают в разные периоды своей жизни, поэтому этими украшениями мы можем наслаждаться долго. И первый сериал – это «Позолоченный век». Возможно, тот, кто смотрел сериал «Бриджертоны», слышали о нем. Это сериал о конце XIX века. Речь идет о 1880-х годах. Действие происходит в Нью-Йорке. И здесь мы можем наблюдать, как новая промышленная элита, такие вот новые буржуа, приходят к власти, вливаются в старый свет и хотят уже диктовать свои правила. Ну, это если коротко о сути сериала. Я не буду здесь в своем видео говорить ни об одном спойлере, просто рассказывать буду, о чем сериал и какие украшения здесь можно посмотреть. Естественно, здесь мы увидим украшения XIX века. Возможно, у кого-то они есть в коллекциях. И что важно, что этих украшениях нету как бы ни в нашей памяти, ни в памяти уже наших мам и бабушек. Об этих украшениях и о том, как их носили, как применяли, мы можем видеть либо в музеях, либо как раз в кино. Здесь есть и балы, и как бы повседневная жизнь, естественно, богатого общества того времени. Но, тем не менее, вы можете здесь увидеть, как носили брошки, какие серьги. Ну, а пышность вечерних украшений здесь, конечно, вне конкуренции с остальными сериалами. Наслаждайтесь просмотром украшений, костюмов и, конечно же, декораций. Следующий сериал – это «Удивительная миссис Майзел». Здесь происходит действие в 60-х годах. И, конечно же, это самые богатые года на украшения. Сюжет этого фильма разворачивается вокруг главной героини, еврейки из богатой традиционной такой вот семьи. И женщина решает вдруг зарабатывать деньги стендапом. Она становится комиком. Естественно, этот сериал очень красив с точки зрения костюмов. Там много красивых платьев, соответственно, украшений. Не только на главной героине, но на ее маме, подругах и так далее. Возможно, этот фильм немного театрально наигран, но когда мы смотрим на такие костюмы красивые, глаз, честно говоря, радуется, и рассматривать там есть что. В сериале уже достаточно много сезонов, по-моему, 5, но, честно говоря, я не досмотрела уже последние сезоны, потому как мне он показался, чем дальше, тем скучнее. Ну, а вы посмотрите, вдруг вам понравится.
Следующий сериал называется «Безумцы». Здесь тоже речь идет о 50-х, 60-х годах. Сериал вышел еще в 2007 году, там очень много сезонов, и речь в нем идет о работе рекламного агентства. То есть это время в Америке, когда зародилась реклама именно в том виде, в котором мы ее знаем. Первые телевизионные ролики, первые какие-то такие интересные маркетинговые ходы. И в отличие от предыдущего сериала, этот интересно смотреть до самого последнего сезона. Этот фильм уже более натурален, не так театрально наигран, как-то более, знаете, такой жизненный. Очень интересный сюжет и, конечно же, украшения на всех героинях, а их там немало, потому как в рекламном агентстве работало много женщин, и некоторые из них достигали каких-то карьерных высот. Так что украшения можно там посмотреть, много интересного увидеть. Сериал «Почему женщины убивают» имеет 2 сезона. И первый из них повествует сразу о 3 временных промежутках. Это 60-е, 80-е и наша современность, сегодняшнее время. Естественно, с точки зрения украшений, самые интересные – это 60-е и 80-е. Судя по названию, можно подумать, что речь идет о детективе, но нет. Второй сезон уже это конец 40-х годов, и там одна только героиня, одна сюжетная линия. В целом сериал комедийный, в нем нету каких-то там детективных переплетений. Это такая черная комедия. Следующие 2 сериала – это новые фильмы, вышедшие в прошлом году. Поэтому я хочу извиниться за качество картинок. Мне их пришлось наскриншотить с самого фильма, потому как в интернете еще мало фотокадров с этих фильмов. Сериал «Соперники» повествует о высшем обществе в Англии, которое управляет местной телекомпанией. Конечно, сюжет рассказывает об интригах не только в самой этой телекомпании, но и в личной жизни героев. Но всем известные 80-е годы, когда украшения становились просто огромными, женщины не боялись украшаться, хотя там есть разные героини. Поэтому смотрите обязательно, сюжет интересный, и украшения иногда там нужно даже рассматривать, ловить на отдельных героинях. Не все любили крупные украшения. Сериал «Модный дом» повествует о современном, некоем абстрактном модном доме в центре Парижа, которым управляет богатая, знаменитая семья. В фильме много украшений не только на женщинах, но и на мужчинах. Что мне нравится в этом сериале, то что украшения, вопреки таким вот тенденциям моды сочетать несочетаемое, украшения подобраны все-таки здесь со вкусом. Как бы не было это выражение субъективно, но все-таки стилисты здесь придерживались всех таких вот стилистических канонов. Поэтому на украшения, на одежду здесь, конечно, приятно смотреть на такую вот гармонию. Но сочетать несочетаемое – это тоже иногда полезно. На сегодня это все, чем я хотела бы с вами поделиться. Но если вы также любите кино, как я, вы можете подписаться на мой личный аккаунт в Инстаграме. Он открыт, там не нужно вступать по приглашению. Я часто, просматривая киноновинки, делюсь ими и закрепляю их по группам в таких вот закрепленных хайлайтсах. Мне всегда приятно, когда кто-то разделяет эту мою любовь к киноискусству, поэтому всех приглашаю вас вот сюда. Ну а мы с вами встретимся в следующем видео. Всего доброго, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!